Всем привет, друзья! Меня зовут Бородатый Палыч, и это мой бородатый видеоблог, где я рассказываю, как правильно отращивать бороду, даже если она плохо растет. Поэтому перед просмотром этого видеоролика обязательно подпишитесь на мой YouTube канал и на все мои соцсети, чтобы не пропускать новых роликов. Сегодня тема ролика – это биотин для бороды, то есть как биотин влияет на рост бороды, почему необходимо применять дополнительный биотин для отращивание бороды. Поехали! Что такое биотин? Биотин – это витамин из группы витаминов В. Так как мы живем в 21 веке, из пищи мы не можем получить необходимое количество всех необходимых витаминов, нутриентов, минералов, каких-то микроэлементов. Не можем, просто нереально. В условиях, когда у нас что-то болит, плохо растет борода, плохо растут волосы, там проблемы с ногтями или с кожей, просто необходима дополнительная подпитка. В нашем случае это биотин. Сегодня мы о нем разговариваем. В чем же прикол этого биотина? Почему все рекомендуют при отращивании бороды пить вот биотин, цинк дополнительно? Дело все в том, что биотин входит в состав ферментов, которые регулируют белковый и жировой баланс. И биотин, он является очень активным витамином. Тем самым биотин нормализует выработку сала с сальными железами, которые у нас есть около каждого волоса. Если посмотреть строение волоса, там есть сальная железа. Так вот, эта сальная железа, она имеет несколько функций. Она имеет защитную функцию, она имеет, так скажем, питательную функцию, то есть она не дает коже сохнуть, и она имеет функцию смягчения волоса. То есть это достаточно важная штука, и применение биотина он нормализует работу вот этой железы. Также биотин является источником серы. Вы скажете, ну это же B7, какая там сера? Если мы посмотрим, откроем интернет, посмотрим молекулу этого самого биотина, там в химической молекуле есть элемент сера. А вот сера, она участвует в выработке коллагена. Коллаген – это такой белок. Белок, который точно так же нужен нам для того, чтобы у нас волосы были здоровыми. Коллаген отвечает за эластичность кожи, за эластичность соединительных тканей и за здоровое состояние, за здоровый вид волоса. То есть коллаген, он создает некое покрытие нашего волоса. Без достаточного количества коллагена волосы будут плохо расти, они будут ломкими. То есть, чтобы вы понимали, борода – это тоже волосы. И в условиях, когда у нас волосяная фолликула не развита, волос не растет, нам нужно количество питательных веществ и количество веществ, которые стимулируют рост волос и стимулируют нормальную структуру волоса, нам их нужно больше, нежели чем когда у нас что-то есть, и нам нужно просто поддерживать это в рабочем состоянии. Понимаете? То есть вкладываться в рост бороды, когда она не растет, нужно больше, нежели чем просто ухаживать за ней. Также для роста волос, для питания волос нужно достаточно много кислорода. Кислород у нас вместе с кровью переносится. И вот к месту назначения, к волосяной фолликуле, этот кислород доставляют эритроциты. Эритроциты – это красные кровяные тельца, которые переносят кислород к волосяной фолликуле в данном случае. И что вы думаете? И тут биотин преуспел, потому что он участвует в процессе выработки тех самых эритроцитов. Как в начале ролика я сказал, что биотин – это очень активное вещество. Биотин участвует во многих процессах, которые протекают в организме. Нам для отращивания бороды нужно достаточно много биотина. Я бы сказал, даже больше, чем обычная суточная норма для взрослого человека. Витамин биотин бывает в разных вариациях. Это могут быть капсулы, это могут быть таблетки, это могут быть вот такие вот рассасывательные, таблеточки. Не забудьте, пожалуйста, поставить этому видосу палец вверх, поделитесь им с друзьями. Надеюсь, что теперь вы понимаете, для чего биотин нужен. Он вообще такой супер полезный, но реально его нехватка приводит к тому, что это может быть одним из факторов, почему плохо растет борода. Поэтому всем здоровья, отращивайте бороду. Пока!